Всем привет, дорогие друзья! Бритье. Ну вот, наконец-то настал тот долгожданный момент, уж для меня-то во всяком случае точно, потому что как только я получил посылку от Константина Rather Sharp, почему-то клин, не знаю почему, без всякой мотивации, просто так пумс, вот случилось и все, запал в голову и, как-то знаете, и хотелось им и побыстрее, и маленечко сыкотно было, а вдруг это не оправдает моих ожиданий. И поэтому я все откладывал. Сейчас уже 2 лезвия прошло, откладывать дальше некуда. Сегодня его очередь. Ну, вы тогда быстренько пока смотрите, что у нас сегодня будет на обзоре крупным планом, а я начинаю готовиться. Вот и дождался я своего французского клинышка. От Константина, канал Rather Sharp. Лезвие приходит в точно таком же чехле, как и все предыдущие бритвы. Не совсем понятна история этого лезвия. Одно понятно, что это бритва до 1968 года. Почему? Потому что, со слов Константина, бритва пришла с ручкой в ужасном состоянии. Она была настолько повреждена, что ее пришлось заменить. Но на ручке была аббревиатура из 4 букв SGDG. Эта аббревиатура ставилась на французских бритвах с 1844 по 1968 год, что в переводе, сокращенно, sans garantie du gouvernement, без гарантии правительства. В 1968 году перестали ставить эти циферки, буквы, поэтому, ребята, фиг знает, какого года эта бритва. Ей может быть как 100 лет, так и всего лишь 50. Поэтому тут не обессудьте. Как она выглядит? На мой взгляд, великолепно. Сделаю покрупнее, чтобы вы лучше ее могли рассмотреть. Надписи на самой бритве, к сожалению, тоже не сохранилось. Есть какие-то намеки, но ничего конкретного. Обратите внимание на состояние лезвия. Ну вот. Специалисты, скорее всего, уже определили ширину лезвия. Для неспециалистов, каковым я и являюсь, я могу сделать лишь вот это. 20-19 миллиметров, так, если по линейке, по деревянной. И будем бриться. Не знаю почему, парни, не хочу загадывать, но беря эту бритву в руки, я испытываю больший трепет, нежели чем все предыдущие. И как-то, знаете, вот многие из вас наверняка сталкивались с такой ситуацией, что вот ты на что-то смотришь, что-то берешь в руки, и никто тебе ничего не говорит. Нет никаких надписей: вот, держи, братан, это твое. Ты просто сам сердцем чувствуешь, вот это твое. Почему-то точно так же и с этой. Я не знаю, может быть, она меня побреет через же. А может, вообще не побреет, а может быть, это будет самое шикарное бритье в моей жизни, не знаю. Но пока вот у меня такие ощущения, что это бритвочка маня. Видно, что при заточке маленечко, видите, здесь вот так вот прошлись. Но, естественно, все заполировано. Красотуля. Мыло у нас сегодня, ребята, Альбион. Наверное, уже от всемирно известной компании, которая называется Phoenix and Dew. Это ребята с Чешерфилда, по-моему, или еще откуда-то. Это Англия, голимая Англия, это артизаны. В 2015 году они организовали свое производство с одной единственной целью: сделать самое-самое-самое. Самое-присамое, чтобы вот самое было прям в мире самое. Не знаю, насколько у них это получилось, но они о своей продукции именно такого мнения. Мыло жировое, Albion Shaving Soap, бергамот и лаванда, и грейпфрут, и всего тут понамешано. Насколько это соответствует действительности, мы с вами проверим.
как сами производители уверяют, что они стараются подбирать мощность композиции запаховой в среднем диапазоне. То есть не так, чтобы прям с копыт сбивало, но так, чтобы, знаете, тоже не без запаха. По твердости, вот знаете, еще чуть-чуть, и можно было бы сказать, что это крем. Мягкое, легко продавливается. Судя по всему, вот по состоянию, Сашка, наверное, даже не попользовался этим мылом ни разу. Ну, блин, ну, зато мы теперь попробуем и расскажу. Если Саня смотрит, то он все услышит. На запах. Запах очень приятный. Вот дальше будем разбираться. Ну, а за помазки, парни, вы уже, наверное, и так сами все знаете. В прошлый раз мы попробовали Best Badger от компании Яки. Свои впечатления я вам уже в прошлом видео рассказал. Ну и сегодня будет его братишка, на этот раз уже Silver Tip. Параметры у них практически одинаковые. Диаметр узла 25 мм, высота узла 55 мм, высота ручки 65 мм. Общая длина, как вы уже посчитали, 11 см. Очень умиляет эта привычка компании, что они как бы невзначай, но все-таки уходят от заявленных размеров. Потому что на сайте у него стоит 24 мм, а они делают 25 стопудово. И вот эта невинная ошибка, конечно же, не может не радовать. Ну вот сами посмотрите. То есть в большую сторону. Я, честно сказать, затрудняюсь, что он на себя покажет, потому что по таким тактильным характеристикам он ничуть не хуже и не лучше предыдущего. Когда я его подготавливал, точно так же, как и Best Badger, парочка волосков, может быть, вылетела, не более того. С того не вылетело вообще ничего. Ручка такой же космический пластик, южная ночь с Млечным путем. Ну, короче, все путем, ребят. Такая же надпись, которая также смотрится кошерно. Яки Браш. Та же самая удобная ручка. Автошейф у нас сегодня, ребята, необычный. Благодаря компании «Опасная бритва РФ» у нас сегодня DR Harris Albany. Это не лосьон после бритья, это натуральный одеколон. Но есть сноска, что его можно использовать как лосьон после бритья. Честно сказать, не совсем-то представляю, что из этого получится, потому что запах, ребята, у него мощнецкий. Настолько там все концентрировано, настолько там все сбито в кучу. Ну, я очень сильно подозреваю, что я как садовая клумба буду пахнуть после того, как использовал как автошейф. Но на заборе написано и надо проверить. Поэтому сегодня будет автошейфом одеколон DR Harris Albany от «Опасной бритвы РФ». Посмотрим, что он из себя представляет. С обратной стороны наклеечка, предостережение, пулевизатор. Ну, все как у обычного DR Harris, все культурненько, все чин-чинарем. Мыло на самом деле пахнет очень сдержанно, не сильно и сбалансировано. Вернее, не сильно, это с моей точки зрения, потому что я-то привык вырви глаз. Здесь не вырви глаз, здесь так более-менее все взвешено. Несмотря на то, что это мягкое мыло, все равно я стряхнул помазок, хочу посмотреть, как оно откликнется на полусухой. Ну, относительно полусухой, потому что до этого же я его загрузил. Посмотрите, что происходит. Происходит фигня. Почему я так думаю? Потому что слишком быстро стала пена густой, и я думаю, что не надо выделываться, раз уж это мягкое мыло, то и работать как с мягким. Добавим водички и в путь. Так, и, пожалуй, чаша уже нагрелась. Мы ее сюда вот так установим. Ну вот, вот это уже больше стало похоже на правду. Помазок загружается. Ребята, потому как он себя ведет во время работы, я чувствую, что он меня не разочарует. Насколько, это мы посмотрим, но пока то, что я чувствую, мне нравится. Не зря добавили воды, посмотрите, что там внутри происходит. Насобиралась куча вот этого вот уже готового для работы материала. Я сейчас чуть-чуть раздавлю помазок, чтобы он внутри точно так же пропитался всем этим. А сейчас уже, наверное, вполне себе достаточно. Соберу все это
в чашу. Прошу прощения, беруши в унитаз, беруши в раковину не поставил. Вот так вот. Все. Я считаю, что более чем достаточно, и нам тут на все хватит. Мы его убираем в сторону, переходим в чашу. Здесь то, что насобирали, плюс чуть-чуть, совсем маленечко, он там децл какой-то воды. Переработали более чем, пора добавлять водички. Капель 15. Как в сухую землю упали эти 15 капель. Какое оно ненасытное. Вот. Смотрите, как оно отозвалось сразу на влагу. Просто какой-то взрыв. Просто какой-то взрыв. Пока все нравится. Так. Наверное, достаточно влаги. Сейчас уже будем это загустевать. Доводить до сливок. Они уже есть, но усики не торчат. А я хочу с усиками. Сам для себя определил, если усики торчат, это как раз та степень готовности, кондиции, соотношение концентрации пены, мыла и воды, которая меня устраивает. Ну, вон усы болтаются, вон, видите, внутри в чаше. Пожалуй, на этом и остановлюсь. И тут уже стали появляться. Хорошо с компрессором. Соседи у меня чуткие и отзывчивые. Не знаю как, но они интуитивно чувствуют, когда попилить, когда постучать, когда разговоры поразговаривать. Так что, ребята, сильно не грузитесь. Я там еще музычку поставлю, ну, глядишь, и нормально будет. Итак, в путь. Это, ну, пока могу сказать, что насколько скажу в конце обзора. Вещь. Не зря я готовил, как только новые пришли. Они за те 3 раза, что я их теребонил, ну, в смысле, сбивал с пеной, они распушились, облагородились, такие все важные, стали там как павлиньи перья пораспустили. Весь такой, знаешь, нахохлился, такой ух, и сразу ты хорошо. Готовьте обязательно, как только берете новые, не пускайте сразу в дело. 2-3 раза позбивайте с мылом и оставьте высохнуть, только потом начинайте с ним работать. Сегодня попробую повторить Паоло, итальянца. Мне техника его понравилась. Не знаю, насколько это будет соотноситься с направлением роста моих волос. Но попробуем, попытка не пытка. Мама, я летчик алювалюм. Летчик высоко летает, много денег получает. А ну, ребята, не зря я сох по этой штучке. Блин. Вот из всех 3, что были,
Вот она ляля. Вот недаром ёкнул, парни, слушайте свое сердце. Если ёкает, вот этот хочу взять, берите, берите. Потом будете разбираться, что ёкало. И если ёкает, значит это что-то там есть, что-то есть. Вот ёкало и да ёкало. Фу-фу-фу. Оно. Парни, ваших советов наслушался, не это самое, не стал брать сегодня вафельное бумажное полотенце, а салфетку, которую компресс сделал, и попробую сейчас повытирать просто. С другой стороны, почему не смывать-то? Ну только что лезвие будет потом мокрое, ну ладно. Короче, я еще себя ищу. Угу. Сейчас неправильно поставил лезвие, я это почувствовал, как оно вошло. Интересно, кровь пойдет, не пойдет. Но я же думаю, что должна пойти по-хорошему-то. Раз я это почувствовал, значит кровь будет. Вот маленько уже есть. Камешек. Так, вот сейчас вот последние несколько движений я сделал неверно. Вообще кожу даже не натягивал, и фигня какая-то. Я был неправ. И вообще не туда полез. Надо было с другой стороны. Вот здесь вот продолжать.
неправильно, так не должно быть. Я сейчас когда работал, у меня сейчас лезвие проходит через губу. Что-то я подзапутался, сейчас найдусь. В том смысле, что таким макаром по губище-то полосануть не будет какого-то. Парни, с бритвой можно сказать все. Я определился. Теперь уже, скажем так, предварительно, я чуть-чуть вперед забегаю. Мы проработали с каналом Rotor Sharp одну штучку. Короче, Константин. Одно лезвие я оставляю себе, а два других, которые не оставляю, пойдут на розыгрыш. У нас будет совместный розыгрыш. Канал Rotor Sharp и Home Like. Константин там будет участвовать своими лезвиями. Все остальные хохоряхи, там станки, лезвия, косметика, помазки, это уже все с моего канала. Ну вот такой вот новогодний хотим маленький праздник вам устроить. Вот и все. Предварительно. Все это еще будет прорабатываться. Не совсем, ребята, бесплатно. Входной билет все-таки 300 рублей будет. Ну и победитель будет за свой счет оплачивать посылку. Но тем не менее я постараюсь, чтобы призы были достойные и какой-никакой, кому повезет, а все-таки новогодний подарочек-то под елочку будет. Мыло удивило. Все-таки не зря англичане за свое мыло вот это вот там кипятком писают во все стороны. И говорят, что оно хорошее, ребята, на самом деле годное. Вообще нравится, нравится. Так вот ты какой, северный олень, нашел свою бритвочку. Так, а теперь правой рукой надо на эту сторону. Так. Не, все-таки с бумажным полотенцем там мне понравилось. Осечка. Я знаю, что надо сделать, но положение руки еще не нашел. Так. Угу. Так гораздо удобнее, но нифига не видно. Тоже не вариант, надо что-то искать. Так.
Блин, как же она классно идет, когда выбрал правильное направление и рука твердая, тебе удобно. А вот когда вот это вот тогда да, тогда засада. Не то. Надеюсь, сейчас прям чувствую. Уже все высохло. Ребята, я, наверное, на этом остановлюсь. Визуально уже ничего не видно. Сейчас сам по себе чувствую, что я уже какую-то, скажем так, ступень прошел. Уже зашел дальше, чем это было первый, второй или третий раз. Уже как бы посерьезней. Но сейчас я маленько подзапутался. Не хочу на камеру тянуть время, тратить ваше и свое. Вот то, что я сейчас сделал, как бы пускай устаканивается. Ну, как мы видим, пена еще вся полностью не ушла. Может быть, это и хорошо. Почему хорошо? Сейчас я за одним покажу, что у нас с мылом. С мылом, ребята, у нас тут немерено. То есть тут еще понятно, что не на одно, не на два. Ну, на два-то точно. Еще бритья хватило бы вполне себе. И какого мыла? Ну, полностью выжил его. Вы знаете, мне почему-то хочется сравнить это мыло уже не с юнцом, а с человеком, который уже отслужил. Отслужил пару-тройку лет уже на гражданке, пообтерся, уже перебесился после армии, там сперматоксикоз сбросил, уже мозги на место начинают становиться, и вот он уже начинает оглядываться вокруг и что-то понимать. Вот с этим бы, наверное, товарищем я сравнил бы это мыло. Почему? Во-первых, по свойствам можно за все ставить 5. Мыло отлично. По отзывчивости, знаете, вот
как гиперсексуальная особа. Покажи что-нибудь, я тебя хочу. Вот она, давай бриться, все, давай, нормально, хорошо. Вот то же самое, чуть-чуть по мозгам мазанули, оно уже как шибануло, хоть святых выноси. И причем хорошо шибануло и красиво шибануло, пена-то была зашибись. Следующее. То, что она на лице вытворяла, в принципе-то полностью повторяет хорошие образцы, которые у нас с вами уже были на канале. Отличное скольжение, долгоиграющая стойкость, не оседает, не падает. После того, как ты проводишь, что-то на лице остается, то есть там где-то что-то для добривок, ну и для, скажем так, для реабилитации вашего кожного покрова, эпителия, там вполне себе хватает, остается. Плюс ко всему запах. Вот этот запах натолкнул меня на мысль вот об этом юноше, который уже не первый день как с армии вернулся. Потому что там нет ничего чрезмерного, там все взвешенное. Не настолько взвешенно, знаете, как взрослый уже мужик, которому 30, 40, 50 лет, и который уже в статусе, то есть он чего-то достиг. А знаете, вот что-то, такое вот молодое, 20-25, которое еще формируется, задор юношеский не потеряло, блеск в глазах, вот это вот живчик, все там есть. И в то же самое время это не ларабум, нет, по мозгам не бьет. Все тонко, все взвешено, все хорошо. То, что там обещали апельсины, бергамоты, что-то там еще, честно сказать, я всего этого не заметил. А то, что я заметил, это, знаете, цитрусово-хороший аромат. Вот цитрус, да, он здесь хорошо прослеживается. Но цитрус без брызг цедры, без того, что, вот знаете, вызывает горечь, от чего все пытаются уйти, без химозы, без какой-то, вот знаете, вот такой раздражающей составляющей, ты просто мозг ставит на баланс, да, ты то, чего сейчас, вот то, чего ты сейчас нюхаешь, это цитрус, там пум-пум свои гномики посчитали и тебе выдали. Цитрус, нормально, все хорошо, тебя не обманывают. То есть вот такой вот цитрус, вполне себе нормальный, неголимый, что-то там еще добавлено, что-то там еще есть, и это что-то лишь дополняет букет. Очень даже может быть, что именно то, что написали у них на сайте, но явственно вы это вот так, знаете, вычленить не сможете, слишком уж все замешано. Да, честно сказать, и желания-то не было, потому что тот запах, который я чувствую, он мне нравится. Ну, просто нравится, хороший запах. Не сногсшибательный, что сбивает с копыта за один запах, я готов 25 баллов поставить, что ну так это не вино мыло, это просто мои тараканы. То есть вот это мыло с моими тараканами не нашло ничего общего, не договорилось. Но тем не менее они остановились на той стадии, что мои тараканы не протестуют, они не против. Хочешь это, да, пожалуйста, классное мыло, что, зачет, смотри как мылится. То есть вот с тараканами со своими я договорился. Это все к тому, что компания делает очень качественное, хорошее мыло. За аромат, ребята, выбираете вы сами. Потому что ни один вот этот вот представитель, насколько я знаю, там их, наверное, штук 6, 7, 8, может быть даже еще и больше. Поэтому за аромат смотрите сами. Если кому-то нравится цитрусовый, берите этот авалон, не ошибетесь. Если кому-то нравится что-то другое, посмотрите что-то другое. За качество мыла можете не переживать. Мыло обалденное. Лично от себя хотел бы сегодня поставить ему пятак по всем статьям и балл бы добавил за умеренность. За то, что они сделали запах не сногсшибающим, а вот равномерным. И правильно они пишут у себя на сайте, что мы стремимся сделать запах умеренным. Так оно и есть. Вот мне этот запах, например, вот стрелой в сердце-то не прошел, а будь он чуть-чуть поинтенсивнее, меня бы это просто отвернуло от этого мыла. Не-не-не, нафиг, умерла, так умерла. А вот чего добились, не отворачивает, хорошо. Зачет. Сашке спасибо за то, что дал показать это мыло. И при стоимости сколько там? Там вот эта вот банка, 120 грамм, 12 фунтов стерлингов, 11,50. В принципе, мне кажется, нормальный ценник. Так-то разобраться. Да, его там не так уж и много, но этих 120 грамм, я думаю, ну на год-то вам всяко разно хватит. По фунту стерлингу в месяц. Ну что, дорого? Мне кажется, нет. Нормально, хорошо. Дальше поехали. Ну, леточку напоследок оставлю. А что поехали-то? У нас еще автошейф не прошел. Пока я с вами трендычал, тут уже все высохло. Давайте я, наверное, все это сейчас смою. То сейчас белым осадком покроюсь нафиг. Ну что имеем? Вот местами дельфин,
местами нифига не дельфин, видимой щетины нет никакой. Основную засаду, как сам для себя сегодня определил, это отсутствие моторики, опыта и не совсем четкое понимание. Скажем так, вот есть весь процесс, да? Если разделить его на части, допустим, там первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Если, допустим, первую, вторую, третью я уже как-то там вроде как-то там, ага, то вот четвертую, пятую как-то вот и пробуксовал. И не то чтобы постеснялся выглядеть как-то так глупо, поэтому остановился. Нет. Что стесняться-то? Здесь все свои давно. А знаете, наверное, из-за того, что даже если бы я потратил еще 5-10 минут, лучшего результата я бы, наверное, не достиг. Поэтому вот поэтому, наверное, остановился. И сейчас тут шаг за шагом, я думаю, эта картина будет меняться, потому что наверняка вы помните, как первый раз я только взял в руки шаветку. Был один результат, после этого взял второй раз шаветку, был второй результат, после этого взял лезвие, был третий результат. Лезвие пошло второй, третий раз, и было все по-другому. Так далеко, как сегодня. Я зашел только с этим лезвием. Только с ним. И тем не менее, каждый раз, когда мы брали за опаску, я заходил все дальше. Может быть, еще поэтому я остановился, потому что сейчас сразу до финиша пройду и что? Нет. Нормально. Да раз уж взял ее в руки, не знаю, что тому виной. То ли Костина заточка, то ли форма лезвия, то ли еще фэншуй какой-то там, может быть, ангел пролетел там и как-то там пумс, свою какую-то маленькую песчинку воодушевления бросил, и меня вот так поперло с этого лезвия. Не знаю, ребят. Одно знаю точно, что это лезвие мне зашло. Я бесконечно благодарен Константину за то, что он прислал на канал эти лезвия. И мне удалось попробовать вот это. Оно мне нравится во всем. Оно мне нравится визуально, оно мне нравится по размеру, оно мне нравится своими обводами, оно нравится, как оно у меня на лице идет. И я понимаю, что где-то что-то как-то, если вдруг у меня так вот сейчас вот во время бритья-то идет и ненормально, то в любом случае это не его косяк, это вот мои ручки шаловливые, еще не научились. А вот когда научатся, все будет совершенно по-другому. Что с ним было? Когда только они пришли, я все лезвия пропустил через ремень. По 30 раз каждое прошел, попробовал на волос, да берет, да нормально, хорошо, и пошел бриться. Сейчас очередь дошла до этого. С тех пор, как пробовал, тест волоса проводил, оно просто лежало. На всякий случай, сегодня еще до бритья прошел еще 35 раз, в смысле на сторону. Все, больше ничего с этим лезвием не было. И сегодня, как видите, мы с вами побрились. То есть визуально нет ничего. Руками я, да, чувствую. Я бы тут станочком еще сейчас походил бы, поснимал бы. Но этим лезвием нравится, очень нравится. Пожалуй, со своей колокольни, наверное, все-таки только одну бы вещь отметил, которую бы я хотел, чтобы она была, но ее нет. Ни в коем случае я не буду записывать это в недостатки. Это просто та особенность, к которой мне нужно будет привыкнуть. У нее вот здесь вот, вверху, нет насечки. И когда руки влажные, я понимаю, что она лишней бы не была, но тем не менее ее нет. Вот, например, вот на кропе она была, там удобнее, здесь ее нет. Значит нет, значит будем без нее бриться. Однозначно оставляю ее себе. Костя, огромное тебе спасибо. И также спасибо за то, что решил поучаствовать в декабрьском розыгрыше и свои лезвия оставляешь на этот розыгрыш. Ребята, из 3 лезвий, которые я попробовал от Константина, несмотря на то, что вот это вот зашло мне больше всего, я оставляю его себе, хочу сказать, что предыдущие 2, они ничуть не хуже, но они другие. У меня не так уж и много опыта, с высоты которого я мог бы оценить эти лезвия. Я только понимаю, что из 3 мне нравится вот это больше, а те нравятся меньше, но все равно нравится. Поэтому как-то, знаете, вот так вот сказать, это лучше, это хуже, не могу, потому что тут львиную долю, 80% во всем этом составляет мое имхо, то есть мои хотелки, мои тараканы. Одно лишь могу сказать, что те люди, кто обращаются к Константину за бритами, с вероятностью 95-99% останутся удовлетворены. 1-5% я оставляю, знаете, как форс-мажор пишут, что там, не дай бог, какие-то события начались или еще что-то, вот на это. А все остальное, человек открыт к общению,
у него есть уши, есть голова на плечах, он вас услышит, и я думаю, вы всегда сможете с ним договориться. Поэтому, если у меня кто-нибудь когда-нибудь спросит, можно ли к нему обращаться вот за подобным предметом, за ремнями, там, за ножами, за бритвами, да, конечно да, почему нет, ребята, легко, вообще, молодец. Не он один этим занимается, но про него я точно могу сказать, что к нему, да, к нему можно. Так, до автошейва мы сегодня дойдем уже, нет? Ну, посмотрим, что это будет. Так, прям на лицо брызгать или все-таки же одеколон? Нет, давайте, наверное, на ладошку вот так вот брызну 2 раза. Албани. Ребята, любителям сладких запахов посвящается. Прям сладость такая конкретно, прям сладость-присладость. И очень высокой концентрации. Не сладость, а одеколон. Я думаю, что и те, кто возьмут такой баллон, один пшик это даже много. Пол пшика куда-то растереть и спрятать. И так, чтобы не фанило, потому что я им брызгался уже пару-тройку раз. И первый самый раз, когда брызнулся, с дуру. Нет, чтобы погодить маленько, а я с дуру сразу к Лариске ломанулся. Говорю, ну, солнышко, зацени, чем она. Фу-фу-фу. Я говорю, что такое? Да сладкий. Все. Больше я не подходил, потому что знаю, что сладкий. Она сладкие не любит. Да, впрочем, как и я. Есть люди, которые не любят, есть, которые любят. Так вот, если те, которые вот любят и ищут сладкий, ребята, это он и высокой концентрации. То есть нужно пользоваться с умом. Если будете бузовать как обычный, то есть вот сюда пшикнул, туда пшикнул, для нахалов, для хулиганов, там вот для девушек, для бабушек, ребята, от вас разить будет как от восточной клумбы. Нет, ни в коем случае. Пол пшика и все, и забудьте. Потому что это для хулиганов. Это девчонки-то, господи, всякую хрень несу, не слушайте меня. Так что вот, ребят, сейчас еще помазочек. Все-таки добавлю, ребята, обязательно нужно, чтобы он выветрился. Сразу, как только нанесете на себя, эта сладость вас может просто отвернуть и составить неверное впечатление об одеколоне. Он гораздо глубже и интереснее, чем вот этот первый пых. Именно поэтому я вам советую сильно не брызгайте, чуть-чуть, и дайте ему время выветриться. Потому что когда он выветрится, вот тогда-то он и начнет бомбить своим настоящим ароматом. Но до этого, к сожалению, нужно дойти. Я вообще не пойму, зачем ему такую сладкую обертку придумали, для чего? Вполне может быть, что это может быть вынужденная какая-нибудь мера. Может быть, они хотели вот на этом носителе что-то вот донести и сохранить как можно больше. Не знаю, может быть. Так вот сейчас не скажу, но вот эта вот сладкая обертка, она велика. Велика, но зато потом, когда она треснет, рассохнется и уйдет нафиг, она после себя такой цветок составляет. Это древесно-травянистый какой-то. Терпко-коровой, но знаете, кора не дерева, не могучего, которому уже под 40 лет, там 100-500 тысяч, ты подошел, кусочек отколупал, и там, знаешь, как ты растер, вот эта кора пахнет. Нет. Это кора, тонкая кора, как, знаете, вот как кора тополя. Ты взял вот так чуть-чуть маленько еще зеленый растер, и она какая-то терпкая. А то место, где ты ее отцепил, там вот эта нежно-зеленая мякоть. И если так вот на это, вот в этом месте просто взять так вот языком, горечь идет. Вот это вот. Вкусно, реально вкусно. Но это уже будет наградой для терпеливых и для умеренных. Потому что для всех остальных будет просто сладко. А вот если вот так, как я сказал, то вот оно и отдарит своей радостью вот этой. Ля-ля. Ой, хорошо. Албани. Я думаю, что это не будет каким-то таким вот для большинства людей шлягером, которые будут стоять в очередь, там, вот 3 литра мне нацедите. Нет. Я думаю, что это будет только по любителям расходиться. Но те, кому он понравится, зайдет, и кто найдет в себе терпение подождать, пока вот эта толстая кора сладости уйдет, и понять сущность, ребята, понравится, очень сильно понравится. Хорошая штука. Так, ну камешек и доктора убираем, они сегодня не пригодились. Наши помазки, ребята.
последние 3 барсучка, которые прислали нам яки, этот был уже, наверное, пару-тройку недель назад. Bad Badger был у нас на последнем обзоре, на предпоследнем обзоре. И в принципе-то он показал себя как примерно где-то, ну, процентов на 30-40 он не дотягивает до мужского материка. Да, он свою воздушную подушечку сделал, такую хорошую, классную, упругости мне не хватило, она была четко рыхлая, но тем не менее вполне себе достойный, шикарный вариант. Да, ребята. Почти, практически почти мужской материк. Но не дотягивает, может быть, процентов 5-10. Чем не дотягивает? Он все такой же еще маленечко чутка рыхлый. Не такой упругий, как у мужского материка. Но уже та форма, знаете, вот тот клубок, тот мешочек, от которого я вот так в восторге, от которого я пищу, и который есть не только у мужского материка, но и у мюлей, он здесь есть. Он здесь есть. И вы знаете, возьми вот этот узел, выдерни, и выдерни узел из мужского материка, и дай мне в каких-то незнакомых мне узлах. Ну, минуту-то мне пришлось бы повозиться, чтобы сказать, вот это этот, это тот. В этих ручках, ну, конечно, бы угадал сразу. А вот если ручки поменять, то, блин, пришлось бы поднапрячься. То есть еще не он, но уже где-то настолько рядом, что, блин, если следующий снаряд прилетит, я уже думаю, блин, точно в эту же воронку шмякнется. Поэтому респект и уважение якам. По идее, ну как сказать, Яки та компания, которая в принципе-то разбила мой стереотип. Потому что он сложился за 3-4 мои покупки, недоверия к китайцам не было никакого, потому что постоянный обман, постоянное кидалово. Каждый раз, когда я брал от них барсуков, они ко мне приходили внешне такие же красивые, как на картинке. Все тут же менялось после того, как я их замачивал. Потому что в лучшем случае он что-то делал, но он мог работать только кисточкой. И это в лучшем случае. А в худшем случае, после того, как я его мочил, он вот так свой нос вешал. Ты ему хоть миллион голых баб показывай. Он все равно работать не хотел. И что ты с таким будешь делать? Ну, конечно, выкидывал. Психовал и выкидывал 20 баксов коту под хвост. Ну, кого бесить не будет? Да любого. Вот такая история со мной тоже была. А эти просто реально разбили стереотип. Эта компания, да, китайская, но она делает помазки не китайского качества, как мы его привыкли воспринимать, а вполне себе годные, вполне себе зачетные. То есть удивили и порадовали. И уже не в первый раз из всех помазков, которые они мне прислали, пожалуй, знаете, ну, может быть, один, так вот сказал бы. И то, знаете, негатив, а что-то нейтральное такое. Ну что, ну ладно, ну помазок. А все остальные это просто какие-то яркие комочки, яркие кусочки, яркие звездочки в своем царстве. То есть молодцы ребята. Вот из этих двух, ну, из этих трех, я этот оставлю себе. Остальное все пущу на обзор, ребята. Из синтетики еще один какой-нибудь выберу тоже. И тоже оставлю себе. Все остальное, конечно же, пойдет на обзор. Я побаловался, ну и теперь вы побалуетесь. За одним можно будет сравнить наши впечатления, насколько мои вот эти вот видения в сути вопроса будут совпадать или не совпадать с вашими. А за этот же помазок, ребята, я вам хочу сказать, что это звездочка. Звездочка хорошая, яркая, добрая звездочка. Да, чуть-чуть, не без псинки, да, есть. Ну, 3 волоска выпало. Ну, так и что? Ну, у меня больше в день выпадает. Ну, что, ну, ничего страшного. Люди говорят, что до 30 волос ничего страшного нет. Я не знаю, у меня ни на одном помазке вот до такой степени еще не выпадало. Максимум, который был, ну, может быть, там 20, не больше. Вот знающие люди говорят, что ну до 35, до 30, говорит, не парься, все нормально, все хорошо. Если выше, вот, говорит, тогда уже есть повод задуматься. Поэтому вот потеря вот этих пары-тройки волосков, да, меня вообще никак не напрягает совершенно. Зачет, однозначно зачет, и яки молодцы. Ну вот, пожалуй, что и все. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Дай вам Бог здоровья всем, дай вам Бог здоровья везде. Белоруссии, Украине, Казахстане, Таджикистане, Латвии, Литве, Эстонии. Всем привет. Португалию забыл,
Бельгию забыл, Канаду, конечно же, тоже помню. Ну и Америка, как без Америки никуда. Ребята, всем вам дай Бог здоровья. Ну и пускай у вас всегда все будет хорошо. До новых встреч. С вами был я, Вадим. Пока-пока.